Вот это английский! Здравствуйте! Сегодня у нас формат чтения, но немножко другой. Обычно у нас чтение с опорой на текст, то есть я вам читаю, и вы видите перед собой буквы, слова выписанные. Но в этот раз мы будем больше прокачивать аудирование, чтобы вы на слух умели воспринимать. Поэтому у нас смешные истории издательства «Английский клуб». То есть это оригинальные истории Джейна Тейера или Джейн Тейер, которые были чуть-чуть адаптированы для тех, кто начинает учить язык, потому что, видите, здесь есть уровень beginner, совсем начинающий, чуть посложнее elementary, и pre-intermediate, третий уровень, он как бы для тех, кто вроде как и не совсем начинающий, но и не прям эксперт. Поэтому я думаю, большинству моих зрителей это подойдет, да и если вы совсем ничего не знаете, вы в принципе все поймете. Поэтому вот, смешные истории Джейн Тейер. Поехали! Mrs. Kraus finds a house. Миссис Краус находит дом. Ну или ищет дом, можно перевести. На картинке нарисована бабушка такая в очках и какой-то молодой человек с чем-то в руках, с какой-то папкой. One day, Mrs. Kraus said, "My house is too old. It is too big for me. It has too many cupboards." One day, однажды, Mrs. Kraus said, миссис Краус сказала, "My house is too old. Мой дом слишком старый. It is too big for me. Он слишком большой для меня. It has too many cupboards. У него слишком много шкафчиков. The garden is too big. Сад слишком большой. And the apple tree gives too much shade. And the apple tree, а яблочное дерево, gives, дает too much shade, слишком много тени, слишком тенистое. Mrs. Kraus said, "I want to move." Миссис Краус сказала, я хочу переехать. Move вообще двигаться переводится, слово to move двигаться, но в данном контексте это будет переезжать, to move. Ну, понятно, да, почему? Передвигать все свои вещи куда-то еще. I want to move. She put on her hat and went to see a man who sold houses for people. She put on her hat. Она надела свою шляпу and went to see a man. И пошла увидеться с мужчиной who sold houses for people, который продавал дома для людей. A man who sold houses for people. Ну вот, это, так как книга не совсем для экспертов в английском языке, видите, тут объясняется Man who sold houses for people. Если бы эта книга была более серьезного уровня, здесь бы сказали бы сразу там агент по продаже недвижимости, да, а здесь вон все разжевывают так, ну это довольно классно. She said, она сказала, "Please sell my house. Пожалуйста, продайте мой дом. Please, show me a new house that I can buy. Пожалуйста, покажите мне новый дом, который я могу купить." The man said, "Okay." Мужчина сказал, хорошо. He took Mrs. Kraus in his car. Он взял миссис Краус in his car, в его машину. They drove off. Они поехали или отъехали. In 10 minutes, they stopped in front of a house. In 10 minutes, через 10 минут, обратите внимание, что через 10 минут будет in 10 minutes, как бы в 10 минут. They stopped in front of a house. Они остановились перед каким-то домом. The man said, "Look at this house. How do you like it?" Мужчина сказал, посмотри на этот дом. How do you like it? Как он тебе? Mrs. Kraus said, "Well, this is a nice house, but it looks so small. Have you got a bigger house?" Миссис Краус сказала, "Well, this is a nice house. Ну, это хороший дом, but it looks so small. Он выглядит таким маленьким. Have you got a bigger house? Есть ли у вас или нет ли у вас побольше дома?" The man said, "Yes, I have." Мужчина сказал, да, есть. They went to another house. Они пошли к другому дому. The man said, мужчина сказал, "How about this house?" А как насчет этого дома? Mrs. Kraus said. Миссис Краус ответила, "Well, this is big enough." Ну, этот
большой достаточно, дословно. То есть этот достаточно большой. But it hasn't any cupboards. Но у него нет никаких шкафчиков. Where shall I put my best plates with the nice pink flowers on them? Where shall I put my best plates? Куда же мне класть мои лучшие тарелочки? With the nice pink flowers on them. С хорошими розовыми цветочками на них. Have you got a big house that has a few cupboards? Есть ли у вас большой дом, в котором мало шкафчиков? Нет. That has a few cupboards. В котором есть хотя бы парочку шкафчиков. Просто a few иногда переводится в значении мало. Но в данном случае мы видим, что ей не понравился дом, в котором вообще нет шкафчиков. И она просит, есть ли у вас такой, в котором хотя бы сколько-то? Ох, какая буря поднимается. The man said, мужчина сказал, yes, I have. Да, у меня есть. They went to see another house. Они пошли другой дом посмотреть. Mrs. Krause said, this house is big and it has enough cupboards. Этот дом большой, и в нем достаточно шкафчиков. But it is so new. Но он такой новый. I'm afraid I'll fall on my nose on this new floor. I'm afraid, я боюсь, I'll fall on my nose. Я упаду на мой нос. On this new floor. На этом новом полу. Floor – это пол. Или этаж иногда переводится. I am too old for a new house. Я слишком стара для нового дома. Have you got a big and not a new house that has a few cupboards for my plates? Есть ли у вас Have you got a big and not a new house? Есть ли у вас большой и не новый дом that has a few cupboards for my plates, в котором есть хотя бы парочку шкафчиков для моих тарелок? The man said, maybe he had. Мужчина сказал, что maybe he had. Может быть, у него и был такой, и есть такой дом. They went around to see it. Они поехали, went around, дословно вокруг, по округе, to see it, чтобы его посмотреть или увидеть. Так, все, проехал велосипедист с колоночкой. Если у вас есть велосипед, и вам пришла в голову мысль купить себе колонку и кататься с ней по парку, так, чтобы все наслаждались вашей музыкой, подумайте еще раз. Может быть, это не лучшая идея. Mrs. Krause said sadly, I wanted to plant a few flowers, but... Еще раз. I wanted to plant a few flowers, but there isn't a place for my flowers. Mrs. Krause said sadly. Миссис Краус сказала грустно. I wanted to plant. Я хотела посадить a few flowers, парочку цветочков. But there isn't a place for my flowers. Но здесь нет места для моих цветочков. They went to see another house. Они пошли посмотреть другой дом. Mrs. Krause said, It is big enough. Миссис Краус сказала, он достаточно большой. It has cupboards for my plates. У него шкафчики есть для моих тарелок. It isn't too new. Он не слишком новый. It has a place for my flowers. У него есть место для моих цветочков. But it looks so hot without a bit of shade. But... Ух ты, что это? Крапива, наверное. Да. Если б я не помнил, что я немного в крапиву задел, я бы чуть-чуть заволновался. Какие-то странные пятна у меня на руке. Так, but it looks so hot without a bit of shade. Но выглядит так жарко без a bit of shade, немножечко тени. She said, have you got any other houses? Есть ли у вас какие-то другие дома? The man said, I have got one more house for sale. Мужчина сказал, у меня есть one more house for sale. Еще один дом на продажу. It is big enough. Он достаточно большой. It has many cupboards. У него много шкафчиков. It isn't new. Он не новый. It has a garden and a big tree for shade. У него есть сад и большое дерево for shade, для тени. Mrs. Krause said, Oh, why don't you show me that house? Mrs. Krause said, Mrs. Krause сказала, Why don't you show me that house? Почему же вы не показали мне этот дом? The man said, мужчина сказал, I shall.
Я буду, дословно. Я покажу вам, в общем. He took Mrs. Krause in his car. Он взял миссис Краус, посадил, можно сказать, миссис Краус в свою машину. They drove off. Они поехали. In 10 minutes he stopped in front of a house. Через 10 минут он остановился перед домом. Mrs. Krause looked. Миссис Краус посмотрела. It was her own house. Это был ее собственный дом. And it looked so good. И он выглядел таким хорошим. Mrs. Krause said, I never knew I had such a nice house. Миссис Краус сказала, I never knew. Я никогда не знала, I had such a nice house, что у меня был такой хороший дом. I think I'll stay here forever. Я думаю, я тут останусь навечно. She went into her house. Она пошла в свой дом, and she sang all the songs she knew, because she was so glad to be at home. And she sang, и она спела или пела all the songs she knew, все песни, которые она знала, because she was so glad to be at home, потому что она была так рада быть дома. Вот такая история. Не знаю, сколько она смешная, как гласит книжка «Смешные истории», но слов полезных, во всяком случае, в ней было много. Спасибо большое вам за просмотр. Жду ваши комментарии под этим видео. Также не забудьте лайк поставить, если вам нравится этот формат, потому что те форматы, которые имеют больше всего лайков, я понимаю, что вам они больше всего нужны, и я их, соответственно, делаю еще больше. Поэтому вот, отпишитесь, как вам. Спасибо еще раз вам за просмотр. Тут и тут мои предыдущие ролики можете посмотреть. И не забудьте подписаться на канал, если вы еще не мой подписчик. Всем пока!